Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Начинаю свой новый вязовлог и хотела показать вот так вот мельком масштабы своего бедствия, как обычно. Я купила плюша. Чтобы вы понимали, это не первая закупка, но обычно я брала по одному моточку. В этот раз я взяла некоторые цвета прям упаковочками. Это практически половина мне нужно для будущего заказа. В магазине, где я арендую полочку, продавец, девушка, занимается закупкой пряжи по оптовым ценам. И она мне любезно предложила сделать закупочку. Я, конечно же, не могла пройти мимо такого предложения и вот прикупила себе моточков. Это практически все цвета, не цвета, а в общем-то фирма это Воланс Bunny Baby. Разные оттеночки. Там нужно было покупать упаковками. Ну, в общем-то, цвета не буду показывать. Какая, в принципе-то, разница. Вот. Кстати, не смотрите, если где-то будут какие-то пушинки, наполнители, потому что, ну, я вяжу, и каждый раз там мыть пол не вижу смысла, так как плюш, он сыпется. И, в общем-то, не стала я, так сказать, убираться для кусочка маленького видео. В общем, все это Воланс. И вот только вот тут на дне это Ярнар Дольче 761 цвет. Это самый красивый такой желтенький, он на уточек. Потому что, вот видите, у Воланс есть желтенький, но он не такой. И у Гималая Dolphin Baby есть желтый, но он тоже, ну, не совсем такого цвета. У меня, кстати, вот наполнитель осталась последняя сумочка. И надо приобретать. У меня за несколько месяцев, вот в феврале, в марте я брала 2 килограмма, по-моему. И у меня еще было. И у меня вот полкило осталось. Так, давайте еще, наверное, покажу. Буду заказ вязать частями. Сначала у меня вот здесь вот будут единороги. Вот таких вот расцветках. Сиреневый, бледно-розовый, розовый и белый. И вот одна будет у меня вот такого персикового цвета. Так. И далее у меня вот такие вот оттенки. Так. Быстренько сориентировались, какого цвета будет грива. Как нас учили в школе, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот. Некоторые, конечно, там будут однотонные, но в основном вот такие вот цветные гривы. Все, подготовила. Вчера уже начала вязать. Конечно, это все надо было еще раньше начать вязать, но я уезжала и не было возможности. Рог у меня пока есть один. Я решила оставить их на потом, потому что, ну, можно будет и в дороге вязать, и, ну, в общем, везде, где не нужен холофайбер. И связала вот такую гору запчастей. Здесь у меня ушки. Вот такие вот ушки. Мордочки. Мордочки у единорожки ввязываются, поэтому я сразу вязала. Крылышки. И все это в повторе. Ну, вот по количеству ушек или там мордочек можно понять, сколько будет у меня единорожек. Вот. Такое у меня богатство. Я вот, правда, еще не могу сориентироваться, сколько времени мне потребуется на это вязание. И как вообще я буду между этим выпускать видео. Может быть, они будут какие-то коротенькие. Вот свяжу, покажу.
или я пропаду на целый месяц и буду чисто вязать заказ. Ну, я думаю, по ходу дела я потом пойму, как мне поступить. Вот. Так что у меня вот такие вот дела. Снова вяжу из плюша, снова пропадаю. И все как обычно. Поэтому извините и до следующего подключения. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all. Снова всем привет! Подключилась к вам показать свои продвижения. Смотрите, какая у меня здесь красота. Это я связала гриву для будущих единорожек. Такие расцветочки. Ну, цвет, наверное, неправильно передается, потому что у меня здесь солнце сейчас светит, и я закрыла штору. Вот. Думаю, сейчас сниму вам масштабы вот эти вот. И начну уже оформлять единорожек. Единорожки у меня уже готовы. Куча мала связана их. Пока они выглядят вот так, как инопланетяне какие-то. Ну, потом оформятся и будут очень даже симпатичные. Здесь у меня разные расцветочки. Поярче, беленькие. И одна готовая. Это я забрала ее с магазинчика. Ну, в принципе, она там практически месяц простояла. Никто ее не захотел купить. Даже как бы там на 100 рублей она дешевле была, чем я обычно продаю. Вот. Ну, в общем-то, да. Ну, мне кажется, просто магазин там больше, наверное, как-то для взрослых, что ли. Если бы вот в игрушечный магазин таких поставить, то, наверное, бы лучше покупали. Ну, в общем, какой-то детский магазин. Вот, такие единорожки у меня должны получиться. Так, у меня их должно быть 10 штучек. Ну, в общем-то, нужно еще 9 оформить. Здесь у меня уже связаны остальные все запчасти. Вот буквально вчера я связала рожки. Ну, какие-то наполнила, какие-то еще нет. В общем, 9 рожек у меня. Крылышки, ушки. В общем, все это нужно пришить. Да. Но, в общем-то, мне это пока лень. Ну, не лень, я просто не очень люблю пришивать, но все равно, в общем-то, пришью. И еще у меня вот такая вот заготовка. Это здесь у меня клювики для уточек. Куча щечек вот таких вот. Уточек я буду вязать из обычного плюша, толстенького, не таких, как обычно. Обычно я вяжу маленьких, да, там по 15 сантиметров, а эти будут 24, по-моему, получается у меня. Вот, в общем-то, из обычного. И уже я им грудки связала. Вот, грудки тоже пришиваются, и все это дело я пришиваю хлопковой ниткой. Ну, вот что-то типа такого. Это у меня Коко от Вита. Также могу пришить и вот такой вот Газал Бэби Катон. Она тоже такая, ну, в общем-то, можно пришивать. В общем-то, работы еще много. Но я думаю, все по силе. Просто, что сразу большой объем. И я не могу ничего другого вязать сейчас, потому что я не знаю, почему так. Я смотрю, многие, кто вяжет заказы, что-то вяжет свое, потом вяжет заказ, там чередует. А я вот взялась за заказ, да, и стараюсь больше ничего не вязать, чтобы как-то побыстрее его извязать. Вот, как-то так.
Такое у меня короткое подключение. И уже когда я оформлю все этих единорожек, я уже потом подключусь и покажу, какая красота у меня получилась. Вот. Ну, в принципе, больше не подключаюсь, потому что, ну, что тут показывать. Куча деталек и все. Так что на этом пока все. И увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Снова всем привет! Сегодня у меня уже 29 июня. Я давненько к вам не подключалась. И очень надеюсь, что хотя бы к пятнице я смонтирую это видео, и вы его уже увидите. А давно не подключалась я все потому, что я работала над заказом. Заказ у меня, как обычно, вяжу все одно и то же. И как-то, ну, не видела смысла подключаться, показывать, что я там навязала ушки, навязала ручки. А я уже решила просто все довязать и потом вам уже показать просто готовые работы. Начну, наверное, с единорожек. Единорожки у меня будут сначала плюшевые. Вот такие вот красотки. У меня вот было 3 в таком однотонном цвете. Сиреневый такой с фиолетовым. Ну, в жизни, конечно, покрасивее смотрится. Вот такие вот единорожки. Мастер-класс Magnolia Toys. Как обычно, я оставлю ссылочку в описании на сайт, где можно приобрести этот мастер-класс. Мастер-класс платный, но игрушка очень легко вяжется. Здесь пришивается только рог, уши и все. Крылышки на нитяном креплении, мордочка ввязывается. Прям по ходу вязания. Вообще идеальный вариант. Все как я люблю. Ну и гриву здесь можно либо вывязать из головы, либо можно ну, просто привязать. В этот раз я все привязывала, так как в основном были кудряшки разноцветные, радужные, да. Ну и я просто уже по запаре, и даже вот эти кудряшки вязала все отдельно. Вот такие цвета у меня уже были. Вот, ну, как говорится, заказывать же по фотографии, поэтому вот эти вот из тех, что были. А это уже, так сказать, новенькая расцветочка. Так. Далее были связаны 2 вот такие вот розовенькие. Здесь вот такая вот грива. Так, кудряшка. Закрутись обратно. Здесь у меня всего лишь 3 локона, но когда я вот фотографирую, да, или там так вообще, ну, в общем, 3 достаточно. Либо это слишком громоздкая конструкция будет. Возможно, если из какой-то более тонкой пряжи, да, вязать вот эти кудряшки, то можно было бы там, например, штук 5 связать. Но если вот сюда даже 2 добавить, это будет, ну, так сказать, перебор. Вот такая красота. Далее у меня связаны еще 2 беленьких.
гривы всем одинаково делала, знаете, просто чтобы не заморачиваться там, не подбирать по цветам. Ну вот одна у меня только отличается. Так, еще вот такая вот персиковая. Вот такая вот бледно-розовенькая. Кстати, вот все игрушечки я вязала из Воланса, а вот такой вот цвет это Ярнар Дольче. Просто, ну, этот цвет мне больше всех нравится. Он такой бледно-розовенький, да. А в Волансе он немножко такой поярче, но, в общем, сюда не подходил. Так, и она немножечко побольше получается, и расход немного побольше. То есть, если Воланса хватает 50 грамм на единорожку, то Дольче не хватает. И последняя, 10-я единорожка, это вот такая вот сиреневая. И видите, у нее уже грива немножко другая. А все дело в том, что я вот связала гриву, да, такую кудряшку. И эта грива, она прям под цвет тела. И думаю, если бы я ее сюда приделала, то смотрелось бы это как-то, ну, не очень. Ну, на мой взгляд. Вот. Поэтому я решила добавить вот такой вот локон. И он сюда тоже очень хорошо вписался. Вот. Вот такая красота, которая не помещается даже в кадр. 10 замечательных единорожек у меня связались. И это не все. Сейчас я еще покажу другие игрушки, которых не 10, а намного больше. И это не котики. Итак, следующие вязаные игрушечки у меня были. Угадайте, кто был. Ваши предположения. Ну и, в общем-то, долго тянуть не буду. Это были уточки. Но, как видите, уточки не маленькие, как обычно я вяжу, а большие. И не одна, и не две, а, в общем-то, 5 штучек вот таких вот розовеньких. Кстати, надо измерить, сколько они сантиметров. Так, вместе с ушками у меня получается 24 сантиметра. Ну, либо 20, да? Без ушек. Ну, в общем-то, вот это 23 получилось. Ну, 23-24 сантиметра. Без ушек получается 20-21. Так, вот такие вот красотки. Это платный мастер-класс, также ссылочку я вам оставлю. Да, у кого-то шапка вроде как покороче, кажется. Далее были вот такие вот зелененькие. И тоже не одна уточка. Что-то мне не нравится. Так. Две вот таких вот синеньких или голубеньких. Не, ну, наверное, синеньких все-таки, потому что есть еще и голубенькие. Так, вот такие вот голубенькие. Кстати, забыла показать, капюшончик у них снимается и вот так вот висит. Вот. Также вот такие вот лавандовые. Вот еще одна. И две вот такие вот смешные. Все потому, что у них очень такие яркие щечки. Но все дело в том, что я вязала щечки вот другим уточкам из вот этого вот цвета. Это Воланс 06. И так, у меня здесь есть вот такие вот заготовки, которые я вязала, да. И вот так, смотрите, видите, уточка такая яркая, красивая.
А если бы я ей пришила эти же щечки, то смотрите, какая она была бы скучная. Вот. Ну, как-то сюда это не смотрелось, поэтому я нашла самый такой подходящий цвет и связала вот такие вот щечки. И последняя уточка, вот такая вот, в необычной расцветке, я бы сказала, это новый цвет. Ну, по цветам не буду называть, я их еще не запомнила, но это тоже из, в общем, плюшевая Воланс Bunny Baby. Вот, по-моему, 21. Вот такая красота. Вот так вам покажу. Вот. Ну и самый внимательный, наверное, посчитал, сколько их есть. Вот такой вот большой у меня заказик. И сейчас я уберу и еще покажу, что еще было в этом заказике. И вот у меня еще 2 заготовки на котиков. Но это я уже сейчас досниму видео, быстренько им сделаю утяжки и отвезу в магазинчик. И следующая вязаная игрушка это единорожка по моему мастер-классу. Я думаю, многие уже вязали. Там довольно-таки хорошие просмотры. Глазки у нее глиттерные, вот такие вот. Грива у меня из вот такой вот пряжицы. Ну, в общем, по цветам не буду называть. Это не имеет никакого смысла, так как если вы будете вязать, вы выберете любой цвет тела, да. Ну, вот гриву я вам, наверное, все-таки подскажу. Потому что, допустим, когда я покупаю пряжу, я, допустим, не знаю, как она ляжет в полотне, да. То есть, если однотонный цвет, то понятное дело, что, ну, розовый, красный, там, зеленый. А вот грива, смотрите, вот такие вот переходы. А мотки она смотрится вот так. На гриву у меня ушло полмоточка. И вот здесь вот хвостик на 5 кудряшечек. Это цвет 7205. И пряжа это Yarnard Jeans Crazy. Вот такая ниточка. Следующая единорожка тоже розовенькая. И вот это вот цвет. И знаете, многие говорят, что им не нравится вот этот неоновый цвет. Но заказчица выбрала именно этого цвета единорожку. Такую неоново-розовенькую. И смотрите, как отличается вид, если молочная мордочка, да, и если белая. На фоне прям вот этот выглядит, ну, как будто бы грязный, да. Но если убрать, то, в принципе, очень даже хорошо смотрится. Но здесь делала белый, потому что молочный, ну, не подходил. Потому что цвет более такой холодный был. И как-то, ну, в общем, выбрала такой. Рог сделала белый. Потому что, ну, в общем-то, на фотографии, когда заказывали, у меня была единорожка такая голубенькая. Она у меня на полочке в магазине до сих пор стоит. Ну и как бы по фотографии белый рог был, и я связала белый. Ну а этой уже как бы молочный не стала делать, решила, что пусть он будет желтенький. Вот здесь грива вот такая. Гриву выбирал заказчик. Я просто послала фотографии, какие у меня есть моточки. И вот там выбрали вот такую расцветку. Так, это вот такая вот пряжа, тоже Yarnard Jeans Crazy. Ну, знаете, может быть и красиво, но мне не понравилось. Цвет 8211. Мотки она красивая, но хотелось немножко как-то поярче. Вот, как-то так. Вот какие-то цвета такие, знаете, бледные. Ну, либо, может быть, просто к этому цвету не подходит. Так. И следующая единорожка, это которая мне понравилась больше всего. Это вот такая вот темненькая. Тоже белые части у нее. Я хоть и не люблю белые части, да, там вязать, но все-таки мне нравится результат.
Вот такой хвостик. Хвостик пришлось отматывать, чтобы здесь не только зеленые были. И кудряшки вот такие вот. Сиреневые, зеленые, розовые. Вот. Мне она больше всех понравилась, возможно, потому что из такого вот темного цвета я никогда не вязала. Ну вот, вам на заметочку. Так, вязала гриву из вот такой вот пряжи. Это Alize Cotton Gold. Но, знаете, пришлось отматывать. Вот здесь, наверное, можно показать. Вот, смотрите, есть вот такой вот цвет. Какой-то грязный. И вот здесь вот этот розовый. Он и не розовый, не сиреневый, но такой вот, знаете, не очень красивый. Я вот одну кудряшку связала и потом посмотрела, что у меня еще много такого цвета будет идти, и просто его отмотала. Вот видите, какой цвет. Ну, в общем-то, отмотала его и отмотала вот этот вот такой серо-грязно-лавандовый. Ну, зато остальные все цвета мне очень даже понравились. Вот такие вот дела. Вот такой шикарный заказик у меня был. На вязание ушло больше 2 недель. Я предыдущий заказ заканчивала, да, и, ну, заметили, что у меня большие расстояния между видео. Все дело в том, что вяжу, но не снимаю. Какие-то там 2-5 минут сниму, ну, то такое. В общем-то, когда вяжешь одно и то же, мне кажется, что, ну, чего его снимать, если в предыдущем видео было одно и то же. Так, и еще, ну, как-то было скучновато, конечно, вот это все вязать. И иногда мне хотелось вязать, конечно, что-то свое, но на свое у меня времени не было. Поэтому я решила связать немножко брелочков, чтобы как бы добавить на полочку в магазин. Это вот такой вот крабик по мастер-классу Татьяны. Тоже оставлю ссылочку. Канал Татьяна и Уют. Или как-то так. Вот такие брелочки. И, кстати, 2 уже связала, и потом вспомнила, что глазки я все-таки вот так делала между. Вот. Ну да ладно. Уже они на безопасном креплении, их не вытащишь. И еще я связала такие вот быстренькие игрушки. Это по мастер-классу Елены Апокиной. Я тоже оставлю вам ссылочку. Там у нее такой быстрый мастер-класс. Схемка написана на листочке, да, и рассказывает, как что связать. Вот такие вот осьминожки. Вот так вот. Здесь снизу выглядит. Все как положено, 8 ножек. Все как должно быть. И, в общем, такие они прикольные получились. Мастер-класс быстрый. Я прям засекла. Первый, конечно, я там пока смотрела видео, да, там переписывала. В общем, вязала где-то минут 35, да. Но это была первая осьминожка, и долго она вязалась. А потом я уже, когда схема переписана, да, и знаю там, где убавки сделать, сколько там, сколько чего отступить, да, и все такое. Вот, и получается, на вязание вот такой вот осьминожки уходит 20 минут. Вот на крабика у меня где-то там полчаса, наверное, уходит. Ну, если честно, я не засекла, но точно дольше. Потому что здесь нужно 2 детальки вывязать и потом вот все это соединять, да, как бы там чуть-чуть подольше. Вот. Так что, если кто ищет такие вот быстренькие брелочки, переходите на мастер-классы и вяжите. Я, конечно, не знаю, как они будут покупаться, но так как мои игрушки в основном продаются ближе к морю, поэтому вот. Я думаю, будет актуально летом продавать вот таких вот малышей. Я, конечно, не все еще рассказала, но надо уже все это дело собирать. И сегодня еще день рождения у моей дочки, поэтому надо идти готовиться, так сказать.
вот, собираться. В этот раз мы не едем в деревню, будем, ну, как бы отмечать, посидим просто в кафе. Обычно мы ездили к маме в станицу и там праздновали, но многое в жизни изменилось, и, так сказать, ну, не положено вот полгода праздновать, да, с дня похорон. И как бы решили никакие дни рождения не праздновать. Так, просто вот как бы ребенка в кафе сводим, да, и там она поиграет, но посиделки никакие не устраиваем. Вот. В общем, такие вот делишки. Поэтому на этом заканчиваю свой вязовлог такой. И все остальные новости я расскажу в следующем видео. Оно будет тоже достаточно интересное, полезное. Я жду посылочку с магазина. Мне предложили сотрудничество, я говорила. И я согласилась все-таки. Вот. Поэтому следующее видео будет тоже достаточно интересным. Все. Спасибо огромнейшее вам за просмотр, за ваши добрые комментарии, за все. Всем пока и до нового видео.